самом дальнем вольере городского приюта «Надежда» время словно замерзло. Воздух здесь был пропитан запахом старых опилок, дешевого корма и концентрированного собачьего горя. Вдоль проходов беспрестанно метались молодые псы, оглашая бетонные своды хриплым лаем, но в клетке номер 47 царила пугающая тишина. Там, на выцветшей подстилке, лежал Бим. Его когда-то могучее тело, типичное для чистокровной восточноевропейской овчарки, теперь напоминало груду костей, обтянутых тусклой, свалявшейся шерстью. Он не поднимал головы на звук шагов, не водил ушами, когда гремели засовы. Его глаза были закрыты, но это не был сон, это был уход в себя, добровольное изгнание из мира, который причинил ему слишком много боли. Волонтер Елена, девушка, чья куртка всегда пахла собачьим лакомством и надеждой, замерла у решетки. Она принесла Биму кусочек отварной говядины, деликатес, перед которым не устоял бы ни один постоялец приюта. Но пес даже не шевельнул ноздрями. «Иван Сергеевич», — позвала она ветеринара, проходившего мимо с планшетом в руках, «посмотрите, он как будто уже не здесь. 3-й день миска полная. Я боюсь, что мы просто продлеваем его агонию. Может быть, гуманнее будет отпустить его?» Иван Сергеевич, мужчина с лицом, изрезанным морщинами от постоянного прищура, вошел в клетку. Он присел на корточки, его колено хрустнуло в тишине. Он долго держал руку на груди пса, чувствуя редкие тяжелые удары сердца. «Знаешь, Лена», — тихо заговорил он, — «медицина — штука точная. Анализы говорят, что его органы еще крепкие. Сердце как мотор старого, но надежного грузовика. Он физически здоров, но он умирает от того, что в учебниках называют синдромом разбитого сердца. Его предали после 18 лет безупречной службы. Это не эвтаназия нужна, Лена. Ему нужна причина, чтобы сделать следующий вдох». Память Бима была похожа на старый фотоальбом с выцветшими краями. Он помнил запах новой квартиры, куда Михаил и Ольга принесли его в маленькой корзинке. Он помнил, как впервые увидел Илью, крошечного человека, который пах молоком и теплом. На первый день рождения мальчика Бим, тогда еще неуклюжий щенок с огромными ушами, получил свою первую задачу — охранять. Они росли вместе. Бим был подушкой, когда Илья учился ползать. Он был опорой, когда мальчик делал первые шаги, вцепляясь в густую шерсть на загривке. Они вместе бегали по лужам, вместе прятались от грозы под кухонным столом. Когда в семье появился второй сын, Максим, Бим принял его как своего. Он стал для него нянькой, молчаливым слушателем и грозным защитником. Долгие годы Бим был центром их вселенной. Каждое лето — поездки на дачу, где он до изнеможения гонялся за мячом. Каждую зиму — долгие прогулки по заснеженному парку. Соколовы гордились своим псом. «Наш Бим — член семьи», — часто говорил Михаил, потрепывая овчарку по загривку. Бим верил этим словам. Для него это было законом жизни. Он отдает им все свое сердце, а они — его стая, его мир. Время — беспощадный судья. Илья, повзрослев, уехал в другой город. Дом сразу опустел. Бим часами сидел у двери, прислушиваясь к шагам в подъезде, но знакомый запах хозяина появлялся все реже, лишь во время коротких каникул. В доме стало неуютно. Максим превратился в колючего, раздражительного подростка, чей мир сузился до экрана смартфона.
Бим чувствовал, как меняется атмосфера. Радостные приветствия сменились ворчанием. Опять он под ногами мешается. «Уберите собаку, от него шерсть везде». Старость пришла к Биму незаметно. Сначала стало трудно запрыгивать на диван, потом лапы начали дрожать после коротких прогулок. Но самое страшное было не в физической немощи. Самое страшное было в том, что он стал обузой. «Он уже не тот пес, Оля», — говорил Михаил за ужином, пока Бим тихо лежал в углу. «Он пахнет лекарствами. Он еле ходит. Нам нужно думать о ремонте, о будущем Максима, а мы привязаны к этой старой собаке». Кульминация наступила дождливым вечером. У Бима сильно разболелись суставы, и он просто не успел дойти до двери. Лужа на светлом паркете стала приговором. «Да сколько можно?» — заорал Максим, швырнув в сторону пса тапочек. «Усыпите его! Он уже не живет, он просто существует и портит нам жизнь». Бим не обиделся на тапочек. Он обиделся на холод в глазах тех, кого считал своей стаей. В ту ночь он понял, он больше не член семьи. Он — сломанная вещь, которую готовят к выбросу. Когда Михаил вез его в клинику, Бим смотрел в окно. Он узнавал улицы, по которым они гуляли. Вот парк, где он когда-то поймал свою первую тарелку фрисби. Вот магазин, где Илья покупал ему сахарные косточки. Пес понимал, куда они едут. Собаки чувствуют запах смерти. Он пахнет спиртом, страхом и холодным железом. В клинике Михаил не смотрел врачу в глаза. Он старый. Он мучается. Лгал он, глядя в стену. Мы хотим облегчить его участь. Все оплатим, только сделайте все быстро. Но Иван Сергеевич был не из тех врачей, кто ставит штампы по первому требованию. Когда хозяева буквально сбежали из клиники, оставив Бима на операционном столе, ветеринар подошел к псу. «Ну что, Бимка?» Они ушли, а мы с тобой останемся. Именно тогда по морде старой овчарки скатилась та самая слеза, которую увидел доктор. Это была слеза не страха, а окончательного осознания. Его предали. Точка. Переезд в приют был лишь промежуточной станцией. Настоящее спасение пришло в лице Константина Борисовича. Это был высокий, широкоплечий мужчина с тихим голосом и удивительно спокойными руками. Он не жалел Бима. Он его уважал. «Знаешь, Елена», — сказал Константин, забирая Бима в свой реабилитационный центр, «жалость делает нас слабыми, а Биму нужна сила. Мы будем работать». Реабилитация была долгой и болезненной. Константин жил в доме с большим участком. Первые недели Бим просто лежал на террасе, наблюдая за другими собаками, такими же отказниками и списанными. Константин делал ему массаж по 3 раза в день, втирая мази в онемевшие мышцы. Он заставлял его вставать, поддерживая специальным матерчатым корсетом под живот. «Давай, старик», — шептал он, — «еще один шаг. За этим шагом — свобода». Самым сложным было вернуть Биму веру в людей. Константин никогда не повышал голос, не делал резких движений. Он просто был рядом. Он читал вслух книги, сидя рядом с псом, делился с ним своими мыслями. И постепенно лед начал таять. Переломный момент случился у небольшого каркасного бассейна на заднем дворе. Вода — лучший лекарь для старых суставов. Константин осторожно завел Бима в воду. Сначала пес запаниковал, его лапы заскребли по пластиковому дну. Но как только вода приняла на себя вес его тела, Бим почувствовал невероятную легкость. И вдруг яркая вспышка в памяти. Пляж, Илья бросает палку в воду, крики радости,
брызги. Бим зашевелил лапами. Сначала неуклюже, потом все увереннее. Он поплыл. Впервые за долгое время он не чувствовал боли. Он чувствовал силу. Выйдя из воды, Бим не просто лег. Он отряхнулся, обдав Константина целым облаком брызг, и впервые за полгода вильнул хвостом. Неуверенно, слабо, но это был сигнал. Жизнь вернулась. Прошел год. Бим изменился до неузнаваемости. Конечно, он остался старым псом. Его морда стала совсем белой, а походка чуть скованной. Но в его глазах больше не было той бездонной черноты. Константин не стал искать Биму новых хозяев. Он понял, что они уже нашли друг друга. Теперь Бим стал-то старшим помощником в центре реабилитации. У него появилась удивительная способность. Он чувствовал новичков, тех, кого только что привезли из приюта, испуганных и преданных. Бим подходил к ним, ложился рядом и просто клал голову на лапы. Он словно говорил им: «Я знаю, как это больно, но посмотри на меня. Я выжил, и ты сможешь». Однажды утром они с Константином снова пришли в приют «Надежда». Елена, увидев их, уронила поводок от удивления. Перед ней стояла величественная овчарка. Бим подошел к девушке и уткнулся холодным носом в ее ладонь, словно благодаря за тот кусочек говядины, который он когда-то не смог съесть. «Он теперь мой лучший сотрудник», — улыбнулся Константин. «Сегодня он поможет тому молодому доберману из 30-го вольера. У того тоже разбито сердце». Они уходили вдвоем, подставляя лица прохладному ветру. Бим шел рядом, не отставая ни на шаг. Он больше не оглядывался на старый дом Соколовых. Он знал, преданность — это не то, что обещают на словах. Это то, что доказывают поступками каждый день. И теперь у него была стая, которая его никогда не оставит. Дорогие друзья, эта история учит нас тому, что старость — это не болезнь и не повод для изгнания. Это время, когда любовь и поддержка нужны больше всего. Ставьте лайк, если считаете, что каждый пес заслуживает достойной старости. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории о верности и спасении. До новых встреч! Как вы считаете, должен ли закон наказывать людей за отказ от старых животных? Ждем ваши мысли в комментариях.